Девчонки, привет! Сегодня я хочу отчитаться вам по моему проекту Project Pen. Это будет предпоследний отчет. Я планирую закрыть проект в числах примерно 25 вот так вот декабря и немножко уже расслабиться и подготовиться к новым продуктам Project Pen 24. Вот. А этот проект, получается, вот у нас предпоследний отчет. Зафиналить я уже хочу все это побыстрее, поэтому продуктов осталось мало, новое я практически не добавляю. Здесь стоит огромный пакет с пустышками. Сейчас будет громко, наверное. Вот, здесь уже куча всего. Он очень тяжелый. Я довольна, что это все у меня ушло. Давайте, наверное, смотреть наконец-то. Начнем быстренько с лаков. Лак от Essie Vanity Fair. Опять такой вот маленький расход. Использую его исключительно в качестве базы, да, базового покрытия, чтобы ногтевая пластина не окрашивалась, если лак какой-то яркий, да, предположим. Поэтому расход такой маленький. Больше лаки в проект с декоративной косметикой я вводить не буду. Скорее всего, у меня будет какой-то, может быть, отдельный проект не с декором, а вот с чем-то таким собирательным, типа ухода, лаков, парфюмов, ну что-то такое. Вот, значит, здесь расход есть. Я, кстати, напоминаю, что я, как обычно, вот на эту сторону складываю продукты с прогрессом. Здесь у меня продукты, которые вообще никак не поменялись за месяц, а в центре у меня пустышки и какие-то новые продукты, которые я добавила. Второй лак – это лак пастель. У меня это оттенок 354. Это очень яркий зеленый цвет. В свое время он был трендовый. По-моему, в том году или в начале этого года я его купила как раз поэтому, и мне очень тяжело оказалось им пользоваться, потому что такие яркие чистые цвета, они с кожей немножко диссонируют, да, то есть мне не очень нравилось, как он смотрится с оттенком кожи моих рук, поэтому я его напрямую не использовала. Взяла в проект 2 месяца назад, чтобы посмотреть вообще, лаки пастель уходят или нет, потому что, ну, чтобы разносить их, да, чтобы понять их свойства. В итоге я за 2 месяца сделала примерно 6-8 маникюров этим лаком, и он вообще не поменялся в количестве, из чего я делаю вывод, что добавлять в Project Pen лаки пастель вообще не имеет никакого смысла, это будет мазохизм сплошной, поэтому я его со спокойной душой убираю, девчонки. В декабре я точно им пользоваться не буду, у меня тянет на какие-то более спокойные маникюры, а не вот это вот все. Это что-то какое-то осеннее такое настроение, оно прошло, и теперь мне хочется чего-то такого более спокойного, каких-то зимних красок, поэтому этот лак я из проекта просто убираю. Давайте сюда поставим. И у меня также уходят из проекта блестки. Это Stardust. Классные блестки, здорово смотрятся. Очень красивый оттенок дают. Любую подложку выбираете, синюю, черную, зеленую, будут смотреться красиво. Примерно, вот говорю, сделала за этот месяц 4 маникюра, педикюра в общем числе, и ушло вот столько. То есть они уходят. Я добавляла их в проект, чтобы посмотреть вообще, какой у них расход. Опять же, потому что у меня 2 таких тюбика, и им уже около 3 лет. И действительно, лак, могу сказать, что немножко потерял свои свойства. Он стал очень долго сохнуть. Из-за этого им неудобно пользоваться. Поэтому я буду иметь это в виду, и вполне возможно, что все-таки буду выводить в следующем году, либо просто выброшу, а выводить буду второй оттенок. В принципе, я достаточно много израсходовала. Я считаю, что за 2 месяца это большой расход, но говорю, вот этот маникюр у меня сох около часа. Для меня это непростительно, и все равно он потом обкосячился. Короче, для меня это такая история. Для меня идеальный маникюр — это тот, что я наношу без всяких подложек, без всяких топов, в один слой, и он сохнет за 2-3 минуты. Вот, такие лаки я люблю, а все остальное мне в напряг, поэтому я это вывожу. Значит, эти 2 лака у нас уходят, и можно переходить к декоративке. Пойдем по порядку нанесения макияжа. У меня в проекте палетка от Kevyn Aucoin, и здесь один рефил, и это вот пудра, вообще это хайлайтер. Я использую как подсвечивающую пудру. Смотрите, какой прогресс по сравнению с прошлым месяцем, просто огромный. Это такое что-то персиковое. На лице, на деле, как подсвечивающая пудра, выглядит вот так. Ну, то есть очень легко, отдельными блестками. В принципе, меня такой эффект устраивает. Я поэтому и начала его вводить, чтобы просто освободить рефил, потому что для меня он сам по себе бесполезен.
И если в этой палетке будет какой-то хороший хайлайтер, который подходит по цветовой гамме для всей этой палетки, то мне будет комфортнее ей пользоваться. Она для меня будет универсальная, потому что сама по себе она неплохая. Прогресс здесь очень значительный, из чего я делаю вывод, что был на прошлый отчет очень тонкий слой этого продукта, потому что он прям, как только появилась донышко, он стал очень-очень-очень быстро уходить. Он очень мучнистый, прямо вот разлетается под кисточкой. У меня есть надежда, что я закончу за этот месяц данный продукт, а если не закончу и останется по уголочкам, то я просто выковырю остатки и буду считать, что это пустышка, а сюда перепрессую другой хайлайтер. В общем, круто, мне нравится. Я вообще рассчитывала вывести оба этих рефила, но как есть, так есть. Оказалось, что оттенок такой, что дольше он просто расходовался объективно. Здесь классно. Здесь наконец-то есть прогресс. Далее, мой многострадальный бронзер Catrice Sunlover. Он, конечно, меняется. Вот так вот он выглядит сбоку. Конечно, он уходит. Но, естественно, до конца года я его не закончу. Это очень хороший бронзер. Но единственное, что он сломан. И я не буду его в следующий год переносить. Он покинет мою коллекцию. Разбитой и сломанной косметикой, которая потеряла свой вид, я не пользуюсь. Мне это неудобно, потому что крышка постоянно отлетает, все грязно. Крышка портит рефил сам по себе. В общем, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Поэтому для меня это продукт на последнем издыхании. Хотя я им очень активно пользовалась и в ноябре пользовалась. Но не знаю, по-моему, прогресс между октябрем и ноябрем как-то будет не особо заметен. В любом случае, классная штука, но повторять я его не буду, просто потому что, чтобы пользоваться им долго, его нужно хранить не в косметичке, а у меня он болтался в косметичке, естественно, разлетелся. Мне это неудобно, я люблю прочные упаковки. Давайте, наверное, положим его сюда, потому что я лично, сомнительный такой вижу по нему прогресс, сомнительные изменения, как-то не особо он, мне кажется, уходит. Так, палетка от Наташи никак не поменялась, я ей вообще не пользовалась за месяц ни разу, просто потому что она у меня в проекте очень долго, очень давно, и я просто устала от этих продуктов. Я не знаю, надо вам сводчить или нет их все, мы с вами так долго уже смотрим на все эти банки. Что, может быть, и вы тоже уже от них устали. Вот получается тут самопрессованный скульптор. Просто я им не пользуюсь, ненужный для меня продукт. Вот бронзер запеченный, подсвечивающий, очень красивый. И вот румяна. Румяна мне просто уже надоели. У них на самом деле очень приятный оттенок. И в начале проекта я постоянно их нахваливала. Но, видимо, они так уже мне надоели, что сейчас у меня даже сил на это нет. Я думаю, что они свое отработали. Все-таки это уже старенькая формула, старенький продукт. Это тоже кандидат на расхламление. Я достаточно ими попользовалась. Мучнистая текстура. В общем, это тоже уже пойдет в утиль к концу года. Но изменений нет. Зато у меня закончились румяна малышка от Тами Танука. Это был такой стак с пробниками разных оттенков их румян. И это был оттенок абрикосовые облака. Все, они закончились. Очень были приятные румяна. Слушайте, у них такие красивые оттенки у Тами Танука, но пользоваться ими совершенно неудобно. Они залипают, их надо хорошенечко тушевать, они пигментированные. Очень-очень действительно красивые оттенки, но это неудобно. Это объективно неудобно, поэтому я буду выводить этот стак полностью. И вот это первая из него пустышка. Это получается оттенок абрикосовые облака. И я уже самостоятельно добавила в проект вторую баночку из этого стака. Это замшевые облака. Это уже такой более темный оттенок, но при этом он с розовинкой и больше подойдет для прохладных, для каких-то розовых макияжей. То есть он универсальный. И на рыженький, тепленький подойдет, и на розовый, в принципе, тоже сгодится. Вот такой тут оттенок. Безумно красивые оттенки у румян Тами Танука. Очень мне нравится, но не мое. Я даже думала их смешать и спрессовать, но, по-моему, мне кажется, что будет легче мне их вывести. Давайте зафиксируем, что этих румян здесь вот столько.
И я надеюсь, что за декабрь я выведу вторую такую баночку. Хотя эти румяна, они темнее, поэтому их надо меньше. Но в любом случае посмотрим. Как я делаю? Я беру маленькую, достаточно плотно набитую кисточку, набираю, об крышку стряхиваю немножко, то есть вбиваю в крышку немножко, наношу на щеку и интенсивно растушевываю. Быстро-быстро, плотно набитой кистью, иначе они залипают. То есть легкой кистью они залипают. Но надо еще учитывать, что наношу я на неприпудренную щеку, на неприпудренный тон. Я никогда его не припудриваю. В области щек, я имею в виду. Так что это новый продукт. Тами Танука замшевые облака оттенок. Хайлайтеры. Первый хайлайтер от I Heart Revolution. Коллаборация с котами-аристократами. 100 раз уже это все слышали. У меня 2 хайлайтера было в проекте. И 1 хайлайтер в начале этого месяца, в начале, точнее, ноября, я расколотила. Здесь у меня было израсходовано, ну, сами можете видеть по донышку, где-то вот 1/3, 1/4. И я уронила косметичку, и продукт разбился. В общем, я просто это все раскрошила в мелкую пудру и добавила в крем для тела. Все-таки это копеечный продукт, я сделала с ним все, что могла. Я даже настаивать не буду, что это честная пустышка, но так или иначе у меня она закончилась. Вот, поэтому, ну, это пустышка, но на лицо я непосредственно израсходовала, получается, за год, ну, примерно 1/3 от рефила. Вот. Это я хочу для себя запомнить, потому что на следующий год я буду выбирать в проект продукты, исходя также из граммовки того, что я смогла в 23-м закончить, то есть чтобы не перебирать, элементарно, адекватно оценить свои силы. Значит, это будет, получается, пустышка. Какая-никакая, но пустышка. И второй хайлайтер из этой коллекции. Просто тут стерлись все названия. У него такой красивый оттенок. Розово-золотистый. И вот здесь тоже, мне кажется, есть прогресс. Из-за того, что этот хайлайтер у меня остался один после того, как вот этот разбился. Естественно, его ушло больше. По-моему, донышко стало прям больше. И сейчас я уже сказала бы, что где-то половину. За год я его израсходовала. Но надо понимать, что в любом случае это не единственные пустышки по хайлайтерам за год. У меня еще до этого был расход, поэтому, ну, это потом посмотрим. В общем, по-моему, рефил изменился. Я, как обычно, естественно, картинку вставлю. Красивый хайлайтер, на самом деле. Ну, уже все. Морально он в моей коллекции устарел. И поэтому я буду активно им пользоваться в декабре. Ну, красивый же. Красивый. И вместе все продукты смотрятся хорошо. Вот. Я буду активно им пользоваться в декабре. А потом точно так же раскрашу и отправлю в крем для тела. Просто так выбрасывать не буду. Здесь прогресс есть, он мне нравится. Бум. Вот так. Можно переходить к глазам. Сначала карандаши для глаз. Абсолютно нет расхода по фиолетовому карандашу от Гош. Ну, он просто очень темный. Я пользуюсь этим карандашом вместе с ретроградным Меркурием, с палеткой. Я использую его немножко, подвожу им нижнее веко, ресничную линию, но микроскопический тут расход. Я даже замерять не стала, я его раза 3 использовала всего, поэтому он стоит, но тем не менее в проекте остается, потому что выводить-то его надо. Вот здесь столько карандаша еще, вот столько грифеля. Наверное, уже в конце его отмерим, что там поменялось, не поменялось, потому что в декабре я буду также делать упор на проекте 100 использований, потому что хочу его подвести к очередному отчету. Он не закончится к концу года, но к отчету я хочу его красивому подвести к половине проекта, то есть хочу все продукты подвести к 50 использованиям. И я думаю, что этот карандаш хорошо пойдет, поэтому прогресс мы по нему увидим уже в финале, но не в этом месяце. И очень хорошо у меня внезапно прошел карандаш от Ламель, господи, оранжевый. Я год, девочки, ныла про то, что он мне не подходит. Это вот, не знаю, как закон подлости. Я зачем-то пыталась весь год подводить им нижнее веко. И мне не нравился эффект. Он был слишком близко, видимо, к глазному яблоку. То есть в слизистую я даже не пыталась его наносить. Мне просто не нравилось. Мне казалось, что я выгляжу нездорово. Он же еще оранжевый, да.
И я стала делать им стрелки с внешней стороны глаза. Ну, то есть, понимаете, да, не стрелку не по всей длине подвижного века, а только наполовину подвижного века и выводить. У меня получается это оранжевая яркая стрелка. Мой персиковый макияж оттеняет, и ресницы отделяют эту стрелку от глазного яблока. То есть не смотрится она болезненно. И он так у меня быстро пошел. Весь месяц я этим занималась, и ушло, ну, наверное, вот столько я приложу фото. То есть достаточно много ушло карандаша. Дело в том, что он очень мягкий и очень много уходит на подточку. Я надеюсь, что я этот карандаш закончу за декабрь месяц. Примерно вот до сюда грифели в этих карандашах. Я думаю, что я смогу его закончить. Вот. С персиковыми макияжами смотрится очень хорошо. Вот, так что здесь я очень рада. Прикольно. Мне просто даже радует не то, что он заканчивается, а радует то, насколько на самом деле мне начали нравиться эти яркие оранжевые стрелки. Я во влоге вам покажу этот макияж. Очень, мне кажется, он прикольно смотрится. Также была у меня в проекте однушка от Бернович номер 53, и она у меня пострадала вместе с хайлайтером. Она разбилась, и я не стала ее спрессовывать. Дело в том, что там такая текстура у Бернович, что бесполезно его спрессовывать. Это и так были хлопушки, практически разлетающиеся, поэтому я просто переложила этот оттенок в отдельную баночку, свободную от Тами Танука. Ну, вы видите, да, то есть это отдельные прям крошки. Даже не знаю. Вообще, я подумала, что этот оттенок я лучше буду выводить в качестве хайлайтера, потому что в качестве такого топера на хайлайтер он смотрится гораздо лучше, чем вот в уголочек глаза или на все подвижное веко, потому что он недостаточно однородный и недостаточно плотный именно для макияжа глаз. Вот, поэтому здесь мы не увидим прогресс, тут непонятно что. Полная баночка, я и не рассчитываю, что я его закончу, но в следующем году вполне возможно, что добавлю его в проект в качестве топера на хайлайтер. Напоминаю, что это Бернович 53. Вот, поэтому, ну, вот такое вот изменение. В принципе, я израсходовала где-то 1/4, может быть, 1/5 самого блюдца вот этих тенюшек. В принципе, хорошо я с ним поработала, но Берновичи, к сожалению, они сохнут. Я для себя прихожу к выводу, что больше я Берновичи брать не буду, потому что вот та коллекция, которая у меня есть, 3 составных палетки от Анастасии, примерно, что там получается, 12 рефилов, да, я замечаю, что они сохнут, и один рефил у меня просто лежа в косметичке вывалился, то есть его опять надо добавлять Project Pen, либо как-то прессовать, у них выветривается вот это вот соединяющее вещество, и это плохо. Вот, это значит, что формула не очень, так скажем. Вот, так что здесь, ну, прогресса никакого, потому что его просто невозможно отследить. Также у меня есть жидкие тени в проекте от Marc Jacobs. Здесь никаких изменений. Знаете почему? Потому что я вытащила стоппер и вымазала все сверху. И продукт сверху опустился, и как бы получается, как будто я им и не пользовалась, хотя, ну, добавляла в макияже их раз, наверное, 5-6. Но здесь очень много еще продукта, и я буду ими пользоваться в течение декабря, но дальше я от них избавлюсь. Просто потому что уже достаточно открыты они, просто потому что тяжеловат для меня этот цвет. Для вывода он жует веко, если наносить его плотно, а если не плотно, он смотрится не очень. Соответственно, хорошо он идет только как топер, либо в уголочек глаза. И уже жидкий продукт слишком долго открыт, слишком долго в активном пользовании. Я не хочу никаких неприятных ощущений на глазах, поэтому даже если он не закончится, в любом случае я очень хорошо его израсходовала за год, что он у меня был в проекте. Я просто от них избавлюсь. Я считаю, что прогресс здесь есть, потому что хоть по рисочке ничего и не изменилось, вот здесь было очень много продукта, и я его подзакончила, я считаю. И палетка теней. По палетке теней у меня вот такие изменения. Вообще, получается, где-то с июня, с июля я взяла ее в оборот. До этого у меня были другие палетки в проектах. И
Вот получается за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, за 5 месяцев у меня произошли изменения следующего порядка, да, то есть вот этот оттенок я до сих пор не могу закончить, его достаточно мало надо для построения формы. Это, ну, красивый, в принципе, персиковый оттенок. Я, если честно, думала, что он у меня закончится еще месяца 2 назад. Ну, он не хочет. Хотя тут уже можно считать, что он закончился, его уже и не набрать пальцем. Ну, это вот что-то такое. Он у меня очень хорошо идет вот с этим шиммером, поэтому пока шиммер я не закончу, я буду продолжать им пользоваться. У шиммера просто тоже база персиковая, и вместе они хорошо сочетаются. Такой мономакияжик получается, приятный, тепленький, персиковый. Вот. Значит, я планирую в ближайшие 2 недели, ну, может быть, даже 1,5, закончить вот эти 2 рефила. Закончить вот этот, а этот уже забросить, если он вдруг не закончится. И переключиться вот на эти 2. И к концу года я планирую освободить вот эти вот 4 рефила, я уже об этом говорила. Очень красивый здесь такой розовый с зелеными блестками оттенок, действительно очень красивый. У меня будет вот такое сочетание на глазах. И сколько вот я этого розового израсходую матового, столько я потом и выброшу, потому что этот оттенок розовый, он здесь не родной, он из палетки Colourpop, и я его сюда приклеила просто намертво клеем, суперклеем. Соответственно, его отсюда уже не извлечь, а от палетки я буду избавляться. Вот эти вот 3 рефила я планирую закончить, этот выбросить, а вот эти переставить в другую палетку. И полностью палетку расхламить по итогам года, по итогам Project Pen. Продукты для губ. Во-первых, у меня маска в проекте для губ, и она все никак не закончится, она уходит. Где-то в 2 раза меньше ее стало по сравнению с прошлым отчетом. Она у меня не уходит, потому что я ее планирую точно закончить в течение следующего месяца. Прогресс тут есть, давайте ее куда-нибудь поставим. Не закончилась она у меня, потому что я расходовала вот это масло для губ, и оно у меня подошло к концу. Круто, еще одна пустая баночка, я рада, теперь я полностью сделаю упор вот на эту маску, и она тоже будет пустышкой к концу года. Мне, в принципе, нравилось это масло, очень бюджетное, хорошо смягчало губы перед макияжем, немножко тинтовало. Вот, не всегда уместно, но всегда можно было потом перекрыть каким-то средством для губ. В общем, круто, пустышка, я рада. Также у меня карандаш для губ в проекте. Это Баксом, оттенок Хаш-Хаш. Он у меня расходуется. Вот такого он ходового цвета, хорошего, красивого. Значит, здесь ушло примерно полсантиметра. 2 раза я его точила, он был... Ушло примерно половина губок, то есть, ну, полсантиметрика. Этот карандаш перекочует в следующий проект, он мне нравится, претензий к нему не имею. Правда, надо иметь в виду, что эти карандаши не стойкие, но в любом случае, я думаю, это уже не важно, потому что их сейчас не достать. Насколько я знаю, в Европе марка Баксом не представлена, и в России теперь она тоже не представлена. Вот, хотя мне их продукция очень-очень нравится. Здесь есть результаты. Вот этим блеском, который я смешала, тут куча оттенков, я совсем не пользуюсь. Мне он неприятен. У меня такое ощущение, что какой-то душок от него идет. Не могу себя заставить. Я все-таки считаю, что я достаточно много уделила ему внимания, но в ноябре я вообще им не пользовалась. Я говорю, просто вот что-то отталкивает. Может быть, он мне просто надоел, и мне кажется, что у него какой-то запах появился. Но я вот в конце года проверю, сравню его. У меня такое впечатление, что я добавила сюда блеск виниловый от Dose of Colors. И, по-моему, все-таки он был испорченный. В общем, я им не пользуюсь и не буду пользоваться. Он просто у меня будет болтаться еще месяц, а потом я думаю, что мы от него избавимся в рамках расхламления. В любом случае, я его уже израсходовала практически до конца, потом домешала сюда других блесков, еще чуть-чуть израсходовала. Ну, просто это так и не будет пустышкой, но я уже не могу на себя его наносить. Я говорю, либо усталость, либо он стух. Не могу понять пока. Вы знаете, бывает такое, что не поймешь по запаху. То ли это тебе уже кажется, то ли все-таки испорчено.
Зато благодаря этому у меня закончился наконец-то блеск от Golden Rose с золотыми блестками. Все, я тут уже не подлажу. Это были красивые золотые блестки с коричневым карандашом. Было очень классно с теплыми макияжами. И хочу добавить один продукт для губ. Я знаю, что остался всего месяц, но я все-таки хочу. Дело в том, что я даже не знаю, показывала вам я или нет. Я как-то себе на кассе прихватила, ну, как обычно это бывает. Вот почему я потом это все вывожу. Вот все вот эти продукты я просто схватила на кассе. Это, блин, маркетинг в действии. Зачем? В общем, я схватила вот такой блеск от Golden Rose. Он, в принципе, это прикольный. Это вот такие вот фиолетовые блестки. И он мне будет подходить для розовеньких макияжей. Итак, вот весь мой Project Pen. Давайте подведем какие-то итоги. Вот эти продукты вообще без изменений. За, получается, ноябрь у меня 1, 2, 3, 4 пустышки можно считать. Это, правда, не очень честное, но ладно, все равно она в мусор идет. Лаки я убираю из проекта. Добавляю 2 новых продукта, на которых очень сильно надеюсь. А вот эти продукты у меня с хорошим прогрессом. Полностью планирую закончить вот эту маску. Полностью планирую закончить вот эти вот рефилы в палетке. И она пойдет в расхламление. Надеюсь закончить вот эту миниатюрку румян. И очень надеюсь, что также закончу вот этот блеск, если буду добавлять его в каждый макияж. И, конечно же, планирую закончить вот этот карандаш. Вот такие у меня амбициозные планы на декабрь. И, сами понимаете, останется всего ничего. Мы с вами на финишной прямой. Спасибо, что смотрите мой проект. Я уже потихоньку начинаю отбирать продукты на 2024 год. Видимо, потому что я уже от этих устала, я уже в предвкушении нового проекта. Поэтому и хочу закончить в декабре. Возможно, что новый Project Pen я начну прямо с января. Ну, а вам спасибо, что вы посмотрели этот отчет. Всем отличного дня, прекрасного настроения, всем отличных макияжей, успехов в ваших проектах, если вы их ведете. Всем пока-пока!